Глава 46. Особая защита клана Учиха. Фугаку-сан велел забрать глаза погибших, чтобы они не достались врагу. Закончив это поручение, мы крайне быстро отправились к точке сбора. Времени было мало, поэтому я как мог старался сокращать путь, вспоминая каждый поворот. Меня нагнал Шисуи и вывел из раздумий. «Вы выглядите задумчивым». «Еще бы, нам нужно срочно успеть к точке сбора». «Это, конечно, так, но Обита-сэмпай, хоть и прошло несколько лет, вы все так же плохо скрываете свое беспокойство. Что вас гнетет?» «Хм, ты хорошо меня изучил, как я погляжу». Улыбнувшись, ответил я, вспоминая белые деньки. После той миссии я стал внимательнее к товарищам. Думаю, не стоит уточнять, чья это заслуга, да? Виноват, прости. К слову, что ты делал после того случая? Вам интересно, сэмпай? Еще бы. Что ж, тогда баш на баш. Я вам свою историю, а вы мне свою. Ну как вам? А ты все такой же вымогатель. Шисуи лишь лукаво улыбнулся. «Эх, ладно, твоя взяла», — ответил я, перескакивая через ветку. Если не углубляться в подробности, то я нашел свою команду. После наших приключений мне было тяжко уходить и привыкать к кому-то другому, но те связи, что я приобрел, позволили мне осознать силу командной работы. Рю-сэмпай был вместе со мной. Я вспомнил добродушного шиноби, который помогал мне тогда, несколько лет назад, и невольно улыбнулся. Мы выполняли много разных миссий. Мне даже стали доверять командованию. Шису ненадолго замолчал. Казалось, этот факт его вовсе не радовал. «Я слышал, что у тебя даже прозвище появилось. Шису телесного мерцания. Очень даже пафосно», — проговорил я, стараясь немного оживить беседу. Ну да, неудивительно, что вы тоже наслышаны. Это моя техника, которую я впервые использовал на миссии в деревне скрытой травы. Да, я помню, она действительно впечатляет. Еще бы. Тихо и грустно отметил Шусуи, но затем выдавил из себя улыбку и продолжил. Вы тоже не отстаете? Призрачный клинок листа. Черт, забудь об этом. Каждый раз, как слышу, чувствую себя каким-то злодеем. Поморщился я, вспоминая, что по сути таким и был. Ох уж это ваша скромность. В любом случае, продолжай, а то я со стыда сгорю, не дослушав рассказ. Да, мы были отличной командой, но в один момент Рю-сэмпай и я взяли командование от группы генинов, которые потеряли капитана. Нам нужно было доставить важные сведения в деревню и вызвать подмогу для обороняющихся. Я напрягся, лицо Шисуи стало необычайно серьезным. Наступая с боем, мы понимали, что уйти всем не удастся. Формально капитаном был Рю-сэмпай, но он больше доверял моему чутью, поэтому я решил остаться и прикрыть их. Моя техника позволила бы выиграть много времени. В этот момент Рю-сэмпай велел мне уводить генинов. Он понимал, что они не дойдут в одиночку. Эти дети – наше будущее, и ты тоже. Я не дам вам погибнуть, даже если больше никогда не увижу этот мир. Так он сказал, приказывая мне уходить. Лучше бы я ослушался, лучше бы я остался там. Шисуи глубоко выдохнул и несколько раз моргнул. Мы вернулись назад и пошли в атаку с подкреплением, но тело Рю-сэмпая я даже описать не могу. Что за зверь способен на такую жестокость? Боль внутри меня каскадом обрушилась на сердце, словно что-то сгорело в потоке ярости моей души. Я вновь подвел его, снова причинил боль и навсегда получил за это метку. Мальчик посмотрел на меня, его глаза горели красным, шаринганом. Два томуя, он сжал кулаки и прикрыл глаза, дезактивируя свою способность, после чего замолк. Шисуи, Рю-сэмпай всегда хотел одного, чтобы у нашей деревни было будущее. В ту минуту он боролся не только за вас, как товарищей, он сражался и за своих детей, которых вам нужно было защищать. Он был не просто шиноби, он был тем, кто видел истинную ценность своей борьбы. И твои глаза – это не метка, это сила, которую он дал тебе, веря в то, что ты тот, кто способен продолжать его дело, защищать Коноху и ее будущее. Слабое утешение, учитывая то, что война все еще идет, грустно отметил Шисуи. Этот мальчик сильно вырос и вместе с этим скопил в своем сердце еще больше боли и страданий. Он, как и многие из Учиха, сильно привязались к человеку, которого считали другом, и теперь пытается запереться от мира, чтобы больше не испытывать ту боль, которая вырывается из нас, давая силу этих глаз. И спасение тут лишь одно – любовь. «Обита-сэмпай?» – спросил Шисуи намного спокойнее. «Да, что такое?» – очнулся я, выходя из размышлений. «Поведайте о своих мыслях. Обычно, слушая вас, мне становится легче. В такие минуты я понимаю, что не одинок». «Ну что же, ты видел того мальчика на поле боя, не так ли? Вы про сына Фугаку-сана? Итачи, кажется?» «Ага». Вы переживаете за него, не так ли? Да, переживаю. Неудивительно.
у вас есть такая черта. Разве ты сам не волнуешься? Я довольно давно за ним слежу по приказу Фугакусана, и знаете, вижу в нем что-то отличное от других. Действительно, какой же мальчик может убить так быстро и расчетливо в свои 4 года? Да я не об этом. Уверен, вы тоже заметили. Этот взгляд его, оценивающий, беспристрастный, желающий понять не следствие, а мотивы. Он видит что-то, чего взрослые представители клана перестали замечать за этой кровавой пеленой войны. Ты прав. Что-то я ударился в философию. Простите, извинился Шисуи, слегка улыбнувшись мне. Ну, скорее всего, ты озвучил то, чего я сам не смог сказать вслух. В этом твой талант, Шисуи. Читать мысли и чувства. Поэтому у меня будет к тебе просьба. Какая же? Будь рядом с Итачи. Стань ему другом. Другом? Вопросил Шисуи, а после добавил слегка грустным тоном. Друзья, каждый день мы теряем сотни близких. Друг. Это роскошь для шиноби. И тем не менее, это поможет вам обоим. Я уверен, вместе вы найдете правильный путь. Шисуи проницательно посмотрел на меня. Он пытался понять мотивы моей просьбы. Эти двое шиноби, опережающие остальных не только в физических данных, но и в плане мышления, а не те, кто способны в будущем изменить кланы и отношения деревни. Более того, ореол одиночества, недоверие и грусти сломится, если они познают радость дружбы. Если и начать помогать своему клану, то действительно нужно сейчас. Даже если меня ждет смерть, я хочу успеть помочь всем, кому могу. Когда рядом близкие тебе люди, ни одна беда не сможет сломить. Любовь и дружбу порождают уверенность. Прочные узы открывают все новые и новые горизонты. Как жаль, что мне понадобилась целая жизнь, чтобы это понять. После того, как вы доверились мне и признали другом, я решил, что не буду сомневаться в вас, Обита-сэмпай. Надеюсь, однажды я смогу увидеть результат всех ваших стараний, промолвил Шисуи, хитро улыбаясь и отскакивая назад к остальным Учиха. Меня поразили его слова, этот непонятный до сих пор способ мышления. Догадался ли Шисуи о моих мыслях и видении будущего, или же просто проверял? Этот паренек явно способен уловить незримое. Мы находились совсем близко к точке сбора. Звуки битвы отчетливо слышны даже здесь. Фугакусан поравнялся со мной. Его обеспокоенный вид не скрывался даже холодной и сдержанной речью. «Если мы опоздали, то сил даже моего отряда не хватит. Обита, у тебя есть план? Похоже, придется импровизировать. Опять. Ждите моего сигнала. Вам нужно будет совершить неожиданный удар. Используйте это и ошарашьте врага. Тогда у основных сил будет возможность совершить контратаку. Понял. Мы покажем им силу Канохи. Я вырвался вперед. Белоснежное поле уже было исполосовано воронками от взрывов. Тела шиноби лежали на снегу. Некоторые из них были еще живы. Я заметил Какаши, который отбивался от двойки ниндзя из деревни Скрытого Облака. И тут же подскочил со спины, резко ударил катаной под колени одному из врагов, перерубая мышцы, сухожилия связки. Противник взвыл и начал падать. Мой друг быстро сообразил и воткнул кунай прямо в сердце, после чего отпрыгнул назад и поразил второго шиноби горсткой сюрикенов. Второе тело рухнуло рядом. Я прижался спиной к товарищу, помогая ему отбиваться от новой порции неприятелей. «Опаздываешь, как всегда!» – воскликнул Какаши. «Ну прости уж», – ответил я, парируя катаной полетевшие в меня кунай. «Учиха в лесу, они ждут команды». Вовремя. Мне пришло сообщение, что группы Восток и Запад успешно развили наступление. Если мы сейчас отбросим врага, то ловушка захлопнется. «Жду твоих указаний, командир», – съязвил я. «Фу, больше серьезности, Обита. Это тебе не по лесам скакать», – ответил Какаши. После этих слов Какаши воткнул кунай в шиноби, который потерял равновесие и подал сигнал к наступлению. Через секунду рядом с нами появился Минато-сенсей. Его форма была в крови. Он тяжело дышал и был весьма сосредоточен. «Учитель, вы в норме? Не волнуйся за меня. Каков план? Клан Учиха ждет моей команды», – рапортовал я. «Я пойду вместе с ними, а вы с Какаши идите во главе основной группы». «Хорошо, держите друг друга в поле зрения», – ответил Минато и отдал Какаши свой кунай. «Я не сомневаюсь в вас, но в случае опасности вы знаете, что делать. Я отправлюсь вперед и прорублю их ряды. Если группа, которую я послал к горе, прорвалась, атаки сверху нам не страшны. За дело, ребята! Есть!» – воскликнули мы и отправились вперед. Учитель тут же переместился назад в самое пекло. Было видно, как он с невиданной скоростью вонзает свои кунай во врагов. Шиноби Скрытого Облака, завидев истинную мощь сенсея, тут же начали пятиться назад. «Лед тронулся», – пробубнил Какаши. «Моя очередь». «Это каламбур такой?» – спросил я, вспомнив, что мы в стране мороза. «Может быть. Действуй». Какаши сложил печати, и в рука сконцентрировала чакру, собирая ее в ослепительные и хаотичные молнии. От них шел звук.
словно от причудливой птицы. Мой друг метнулся вперед, отталкиваясь от земли, пронзая несколько врагов одновременно. Я использовал технику огненного шара в толпу скучковавшихся противников. Это и был сигнал. В этот момент из леса с невероятной скоростью выпрыгнули Учиха. Они не стали мелочиться и покрыли подоспевшие подкрепления залпом пламени. Снега вокруг растаяли, оставляя грязную кашу из земли, крови и трупов. Мне нельзя медлить. Надо было соединиться с отрядом Фугакусана. Так я думал. Но мои планы вновь рухнули. Прозвучал яростный крик вражеских шиноби. Со стороны гор на нас ринулась огромная толпа. Их было не менее 500 человек. В эту же секунду из-под земли вырвались ниндзя, не замечая никого вокруг. Они складывали печати. Земля загрохотала, будто бы предвещая землетрясение. Неожиданно огромные стены из камня взмыли вверх, образуя прочную ловушку для атакующих шиноби Канохи. Я резко затормозил, опешив от такой громадины. «Убито!» — крикнул Какаши. «Это ловушка!» «Помоги своим, я и сенсей проломим вторую каменную клетку. Нужно как можно скорее высвободить бойцов, пока вся эта арава не примчалась сюда. Понял?» Я побежал к гигантским стенам, убивая всех на своем пути. Дорогу мне преградили трое подоспевших шиноби врага. Я собрал чакру в легких, после чего выдохнул ее на свою катану. Вакуумное лезвие, прием Данза, который он использовал против Саски. С помощью него увеличивается радиус и острота оружия. Я скопировал его и смог воспроизвести в памяти. Опасное и почти невидимое орудие. До противника оставалось совсем немного, а они уже складывали ручные печати, надеясь совершить совместную технику. Я взмахнул лезвием, что есть мочи. К счастью, радиуса хватило. Две головы слетели с плеч. Струи крови тут же хлестнули фонтаном, а тела, дергаясь, рухнули на землю. Выживший противник вскрикнул и отпрыгнул назад, но потерял бдительность. Короткий, острый клинок тут же полоснул ему живот. Руки ниндзя затряслись. Он попытался удержать вываливающиеся внутренности, но через пару секунд упал на землю. Моим помощником оказался Шисуи. Он вытер клинок, рукав и подбежал ко мне. «Обита-сэмпай, Фугакусан и многие наши за этими 4 огромными стенами. Их оттуда попросту обстреливают. Нам нужно срочно взобраться на стены и выбить оттуда врага, пока наши выбираются. Вперед! Есть!» Мы начали взбегать по стене. Краем глаза я увидел, как противник сбрасывает огромные глыбы на моих товарищей, а один бедняга замешкался, уклоняясь от летящего валуна, и дорого за это поплатился. Из стены вырвался огромный каменный шип, который пронзил тело несчастного насквозь, и труп полетел вниз, разбиваясь о землю. «Шисуи!» — крикнул я. «Они используют техники земли на этой стене!» Сейчас они за это поплатятся. Всем двигаться за мной!» Он тут же сложил печати. Тигр, собака, крыса. Это же клонирование остаточного образа. Я был прав. Огромное количество образов Шисуи распространились по всей ширине стены. Они бежали впереди всех. Каменные шипы и валуны не приносили им никакого вреда. Более того, за счет техники телесного мерцания оригинал быстро оказался наверху, завязав бой и давая остальным шанс забраться. Я напрягся и применил Камуи, телепортируясь на самый верх. Я мог бы сделать это и раньше, но после того, как сокращал дистанцию при помощи Мангёку, пока искал Учиха, мои запасы чакры слегка истощились, а глаза устали. Сейчас я вновь могу использовать их какое-то время. На самой верхушке злополучной ловушки кипел бой. Внизу же в центре западни собрались Учиха, которые парировали атаки сверху, защищая раненых товарищей. Они тщательно уничтожали любых смельчаков, которые пытались спуститься вниз и атаковать их. Я видел, с какой легкостью мои соклановцы просчитывают движения неприятеля. С хирургической точностью они наносили удары в жизненно важные артерии, экономя свою чакру. Цвет красных глаз мелькал тут и там. Воздух пропитался жаждой убийства. «Обита-сэмпай, новые поднимаются. Кажется, они не хотят выпускать нас отсюда», — воскликнул Шисуи, столкнув очередного противника вниз. «Наши выбираются. Нужно продержаться еще немного». «Хорошо, сделаем все, что сможем». Я перевел взгляд на соседнюю каменную коробку. Желтые отблески и яркий свет молний. Видимо, учитель и Какаши уже вовсю спасают наших товарищей. Пора бы и мне поторопиться, пока новых не набежало. Удар молнии вывел меня из равновесия. За ним последовало еще несколько. Они с поразительной точностью попадали в моих товарищей, а избегать их было трудно даже с шаринганом, ибо это была
просто невероятная скорость, раскат и вновь удар. Это было настолько быстро, что меня откинуло назад. Мое тело полетело вниз. Я достал кунай с пояса и воткнул его в каменную стену. Скорость слегка понизилась, однако резкая боль пронзила руку, не позволяя удержаться. Я продолжал полет. Со второй попытки мне удалось окончательно затормозить, после чего, толкнувшись от стены, я оказался в самом центре обороны. Фугаку-сан и несколько учиха отбивали атаки врагов, которые уже взобрались на стены. «Фугаку-сан!» – крикнул я, вставая рядом с ним. Тот выдохнул огненный шар, сшибая надоедливых неприятелей. «Обита, нам срочно нужно вырваться отсюда. Если молнии начнут бить сюда, жертв станет куда больше. Попытки сломать стену тщетны, слишком толстая. Они, черт подери, хорошо подготовились». «Понял, я и Шисуи отвлечем их, а вы выводите остальных». «Нет, я возьму несколько ребят и переведу внимание врага на себя. Выведи Итачи и остальных, мы вас нагоним». «Я не оставлю вас тут», – начал спорить я. «Ха, им не победить, Учиха, даже своими подлыми ловушками. Действуй, спаси моего сына». Фугаку-сан был непреклонен. Он смотрел в мои глаза с мольбой. В эту минуту он был готов на все, лишь бы спасти Итачи. Я глянул на мальчика и проговорил: «Итачи, двигайся в точности за мной. Нам нужно выбраться отсюда». Мальчик ни капли не боялся. На его лице была сосредоточенность. Он ни на секунду не потерял бдительности, обводя поле битвы черными глазами. Один из особо смелых шиноби скрытого облака прорвался через ряды и вознамерился ударить Итачи. Юный ниндзя пригнулся, позволяя катане врага пронестись над головой. Дождавшись, пока инерция пронесет клинок чуть дальше, Итачи прошмыгнул под правой рукой и нанес удар кунаем в область брюшной полости. Точное и безупречное движение. Он понимал, что в его маленьких ручках недостаточно силы, поэтому тут же резко провернул лезвие по часовой стрелке. Противник взвыл и рухнул. Подоспевший соклановец моментально отрубил голову невезунчика. Неприятели уже начали спускаться вниз, а это значило, что времени все меньше. «Всем наверх!» – прокричал я. Во главе взбирающихся я заметил Яшера Учиха. Тот со страхом озирался, пытаясь держаться с кем-то рядом. «Вот тебе и шиноби!» – буркнул я. Копий Шисуи наверху стало очень много. Видимо, это предел его возможности. Он дал нам минуту-две. Я побежал, слегка подталкивая Итачи. Несколько глыб летели прямо на нас. Я подтолкнул мальчика сильнее. Тот потерял равновесие, но моментально, сделав кувырок, метнулся вперед, ловко уворачиваясь от осколков. Когда мы были у самой стены, множество молний новой волной начали бить по нам. Одна из них летела прямиком в Итачи. Времени почти не оставалось. Я подскочил и отбросил его в сторону, применяя камуи, чтобы избежать урона. «Обита-сан!» – крикнул он, лежа на земле. Увидев меня целым и невредимым, его глаза в изумлении расширились. «Не волнуйся, такой ерундой меня не убить. Как нам выбраться? Молнии бьют слишком хаотично, и противников на стене все больше». Я сжал кулаки. Я не могу позволить, чтобы этот мальчик пострадал. Мне нужно действовать быстро и плевать на последствия. «Итачи, закрой глаза! Быстро!» Маленький шиноби послушался. Я взял его на руки и вновь активировал камуи, после чего разбежался и прошел стену насквозь. По ту сторону уже вовсю кипел бой. Враги, что подоспели, схлестнулись с Учиха, которые смогли выбраться из ловушки. Мои соклановцы яростно оттесняли вражеских шиноби, не давая им шанса вклинуться в оборону. Тела падали одно за другим. В ход пошли самые разнообразные техники. Благодаря Шарингану некоторые представители клана обрушили на недругов каскад молний, что прорезали неприятельские ряды. Сверху приземлился Шисуи. Он был изрядно ранен и тяжело дышал. «Обита-сан, я исчерпал запасы чакры. Почти все выбрались, но Фугаку-сан и несколько бойцов все еще в ловушке». «Отец!» – крикнул Итачи. Его лицо было полно страха. В эту минуту он действительно был тем самым маленьким, испуганным мальчиком, каким и должен быть в своем возрасте. «Твою мать! Защищай Итачи, соединитесь с основными силами и откиньте врага. Я вытащу Фугаку-сана». «Вы же не собираетесь использовать их?» – серьезно отметил Шисуи, глядя в мои глаза. «Выбора нет», – ответил я холодно. Мои глаза начали хуже видеть. Картинка размывалась, но все еще сил мне должно было хватить. Как вытащу Фугаку-сана, смогу применить инъектор, который дал Рин. «Я защищу свой клан!» – воскликнул я, передавая Итачи к Шисуи. «Мы тоже не подведем!» – кивнув головой, я метнулся вперед, лавируя между сражающимися. Секунда, вторая, и вот я вновь за стеной. Фугаку-сан оттаскивал тело одного из товарищей. Остатки Учиха прикрывали его дзюцу земли, но противник брал числом, выводя моих союзников одного за другим. Сверху на них сыпался град из самых разных техник, которые было просто физически трудно парировать. «Стихия огня! Огненный шар!» Из моего рта вырвался огромный пламенный ком, который врезался в стену, создавая подобие дымовой завесы. Я подбежал к голове клана Учиха, его лицо было переполнено яростью, изо рта лился поток алой крови. «Обита, зачем ты вернулся?» – прохрипел он.
«Молчите, вы сильно ранены!» – крикнул я. Его действительно сильно зацепило. Множество ранений, пульсирующие струйки крови. Позволить ему умереть тут? Да ни за что. Я резко достал инъектор из сумки на поясе. «Это не важно. Итачи мой сын. Главное, что он в безопасности, но я не могу подвести его и бросить вас тут. Я дал обещание и намерен его сдержать. Таков мой путь ниндзя!» Я сложил печати и создал небольшой каменный панцирь, защищающий нас от атак. «Это бесполезно. Меня проткнуло чертовым шипом. Мой друг Текао погиб, приняв большую часть на себя. Я посмотрел на лежащего шиноби, он был уже мертв. Шаринган Фугаку изменился. В полных яростных глазах начал проявляться причудливый рисунок, который тут же исчез. Глава клана сильно ослабел от потери крови, и я прикусил губу. Все не может так закончиться, только не сейчас. Твердо решившись, я воткнул инъектор в бедро Фугаку. Тот резко ухнул. «Что это?» «Это ваш шанс. Не позволит сыну остаться сиротой. Нам пора уходить». Постепенно болезненный вид лица Фугаку пропал. Его глаза с удивлением стали прищупывать рану. «Невозможно. Потом поблагодарите. Уходим», – так сказал я. Однако напор атак лишь усилился. Каменный панцирь сносило по кусочкам. Внутри меня кипело отчаяние. Казалось, будто нечто темное и ужасное вновь просыпается в глубине. Перед глазами всплыла та самая картина, когда Рин погибла. Сотни шиноби, что пытались убить, хотели забрать ее с собой. Тогда они атаковали также нещадно градом разнообразных атак, как и здесь, на поле битвы. Виски запульсировали, пульс зашкаливал. «Достаточно!» – крикнул я, выпуская всю чакру из себя. Черная энергетическая аура стала покрывать меня, создавая прочный щит. Из нее выросли руки, напоминающие скелет. Моя сила продолжала вырываться все больше и больше. Из глаз струилась кровь. Скелет обрел гуманоидную форму. Кости покрылись сухожилиями и мышцами, а также пластинами темной брони. Пара белых глаз блеснула, и огромный образ ожил. Атаки на мгновение стихли. «Сусана!» – тихо прошептал Фугаку-сан, находясь под защитой моего стража. «Так значит, у тебя есть мангёко?» Я направил руку на стену, сжав со злости зубы. Мой страж зло зарычал. В его руке появился клинок. Мощным ударом он рассек стенку из камня, словно нож масла. Груда обломков посыпалась вниз, как и вражеские шиноби истошно вопя. Я медленно перебирал ногами. Мои силы были на исходе, но я не дам им победить. Кучка врагов побежала к образовавшейся дыре, желая удержать нас, оставшихся пленников. Второй мощный выпад клинка разбросал их в сторону, оставляя от тела лишь ошметки. Через это отверстие я видел поле битвы. Сотни шиноби нещадно рубили друг друга, будто бы соревнуясь в наиболее жестоком способе убийства. Раненые кричали во всю глотку, держась за отрубленные конечности. Некоторые в шоке отступали, отползали, пытаясь спасти свою жизнь. Иные бросались в самоубийственные атаки, подрывая себя с толпой врагов. Другая ловушка все еще не уничтожена. Учителю и Какаши нужна помощь. Даже им тяжело справляться с таким количеством врагов и контролировать действия бойцов. «Уничтожить вторую стену!» – прохрипел я, напрягая зрение изо всех сил. Гигантский страж замычал. Во второй его руке образовались большие сюрикены. Он резко метнул их в другую ловушку. Врезавшись в препятствие, каменные обломки начали засасываться в огромные воронки, буквально исчезая на глазах. Из дыры повалила огромная толпа моих союзников, которые не успели спасти Минато и Какаши. Паника охватила врага, и перевес теперь был явно на нашей стороне. Фугаку-сан посмотрел на меня, вышел из ауры Сусана и проговорил: «Я приведу помощь, Обита. Ты сделал достаточно. Не высовывайся. Я пошлю сюда отряд медиков. Мы тебя прикроем». С этими словами глава клана бросился на выручку остальным в гущу боя. Я же выбрался наружу. Чакра начала ослабевать, и мой страж испарился. В глазах все плыло. Картинка размывалась. Я с трудом отличал силуэты. На мгновение зрение возвращалось, а потом вновь появлялась кровавая пелена. Моя рука схватилась за катану, но тело не слушалось, и я чуть ли не падал от изнеможения. «Умри, ублюдок!» – прозвучал голос. Я повернул голову и, увидев, как нечто несется на меня, рефлекторно выставил руку вперед. Звон стали. Фигура попятилась назад, а я присел на одно колено. В моей ладони остался лишь обломок катаны, лезвие которой отлетело и приземлилось в метре от меня. «Сдохни!» – вновь вопль. Враг был в нескольких метрах, когда его поразило что-то яркое, сверкающее. Небольшая фигура, которая проткнула противника насквозь. Человек подбежал ко мне и прокричал: «Обита! Обита, ты слышишь? Боги, держись! Я вытащу тебя отсюда, ты только не сдавайся!» Голос Какаши. Я не видел его лица, но звучал он крайне обеспокоенно. Плохи, видать, мои дела. «Осторожно!» – прохрипел я, указывая свободной рукой на кучу, что стремительно неслась к нам.
Со стороны Какаши также подбежали бойцы, они схлестнулись с неприятелем, но тройка шиноби врага все еще неумолимо приближалась к нам. Мой друг снова использовал чидори и понесся на них. На мгновение зрение ко мне вернулось. Я увидел, как Какаши пронзил первого и второго противника. От их тел отрывались целые куски плоти, а из образовавшихся дыр хлестала кровь и выливались органы. Однако третий ловко увернулся, нанося удар моему товарищу в живот. Какаши упал на землю, совершил перекат и поймал ладонями лезвие катаны, которое неслось к его лицу. Да сдохни же ты, чертов выблядок!» – прокричал боец скрытого облака, надавливая на оружие. Мое сердце бешено застучало, время будто бы замедлилось. Я всеми силами попытался встать на ноги. Через невозможную боль, что есть мочи, я крикнул и совершил бросок, воткнув обломок орудия в бедро врага. Тот взвыл и ослабил давление на клинок. Засранец!» – болезненно прорычал тот. Я тут же оттолкнулся назад, уворачиваясь от удара сверху вниз, но мою ногу зацепило, ее сразу же пронзила жгучая боль. Враг вознамерился сделать еще один выпад, но в его спину прилетел кунай. В этот миг рядом с атакующим шиноби появился Минато-сенсей, который применил Расенган. Тело противника в один момент закрутилось и откинуло далеко назад. Послышался хруст позвоночника. Я рухнул на земь, дыхание участилось, а кровь из глаз пошла новым потоком, затуманивая взор. «Обита!» – прокричал учитель. «Сенсей, его нужно срочно доставить к Рин. Действуйте, и я продолжу наступление», – проговорил Какаши надломленным голосом. «Хорошо, я быстро». Какаши взял меня за руку и произнес: «Не смей умирать, слышишь?» Я болезненно улыбнулся и кивнул. После этого секундная тьма. Звуки битвы стали казаться намного дальше. «Сенсей, о боги, Обита!» – воскликнула Рин, садясь рядом со мной и распахивая жилет. «Рин, я справился». «Тише, тише, все хорошо, на тебе не так много ран, ты выкарабкаешься. Зачем ты использовал всю силу? Неужели инъектор не помог?» «И я отдал его Фугаку-сану. Прости». Рин положил руку мне на щеку, второй стала водить по телу, применяя медицинские техники. «Прошу тебя, Обита, не умирай, ты не можешь так просто сдаться. Сенсей, дайте мне инъектор из сумки». «Хорошо». «Тебе вечно нужно быть героем, Обита, ты всегда так делаешь, не думаешь о себе, не понимаешь, что мы не сможем без тебя, и я не смогу», быстро произносила Рин. Капли ее горячих слез падали на мои щеки. Но это же мой путь, ниндзя. В расплывчатой картинке я заметил, как вернулся учитель, после чего Рин наложила жгут на мою руку выше предплечья. Легкая боль от укола, что-то начало расплываться по моей вене. «Боги, я молю вас, пусть это сработает, не забирайте его, прошу вас». Звучал ее тихий, подавленный голос. Я был готов ко всему. Уже умерев однажды, понимая, что страшна не сама смерть, как ее ожидание. В конце концов, я сделал все, что мог. И даже сущности стоит это признать. Однако внутри меня прозвучал кристально чистый голос Рин. «Неужели ты так просто сдашься? Ты уже многое совершил и многим помог. Я верю, что тебя так просто не сломить». «Рин?» – проговорил я мысленно. «Пожалуйста, не сдавайся. Я уверена, ты изменишь этот мир, а я дождусь тебя тут и буду приглядывать. В конце концов, без меня ты как без рук, дурачок». «Разве я могу?» «Еще бы, а теперь забудь об этой тьме вокруг и иди на мой голос». «Мы обязательно встретимся. Я сделаю тебя счастливой, где бы ты ни была». «Буду ждать тебя, Обита», – ласково ответила Рин. Тепло разлилось по моему телу, чувство невесомости и боли прошло. Я двигался на звуки ее певучего голоса, которые становились все громче и громче. Я протянул руку к яркому свету впереди, мою ладонь тут же схватили. «Он живой, боги, он живой!» – прозвучал голос Рин, которая плакала. Я вновь почувствовал слабость и потерял сознание, погружаясь в сон. Продолжение следует.